Почему 95% людей не могут изменить свои привычки, а вы сможете? Прямо сейчас ваш мозг принимает решение за вас, а вы об этом даже не подозреваете. За последние 24 часа вы приняли около 35 тысяч решений, но 95% из них приняло не ваше сознание. Их принял ваш внутренний автопилот, ваше подсознание. И если вы не знаете, как он работает, вы никогда не измените свою жизнь, даже если очень захотите. Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда кажется, что жизнь идет по кругу? Словно вы делаете одно и то же снова и снова. Каждый день похож на предыдущий. Те же мысли, те же действия, даже те же эмоции. И самое удивительное – это не случайность. Это работа вашего подсознания. Вы думаете, что контролируете свою жизнь? Это иллюзия. Вчера утром вы встали, пошли в ванную, почистили зубы, выпили кофе. А теперь вспомните, вы думали об этих действиях? Или делали их автоматически? Представьте себе самолет. Когда он взлетает, пилот активно управляет, следит за скоростью, направлением, высотой. Но как только он набирает крейсерскую скорость, управление передается автопилоту. Вы едете на работу и вдруг понимаете, что уже приехали, но не помните дорогу. Вы открываете холодильник, хотя только что ели. Вы автоматически проверяете телефон, даже если там ничего нового. Ученые из университета Дюка посчитали, 40% наших ежедневных действий – это не решения, это привычки. Почти половина жизни проходит на автопилоте. А теперь подумайте, если почти половина наших действий происходит без нашего участия, кто на самом деле живет нашу жизнь? Вы или ваши привычки? Почему мозгу нужны привычки? Большинство людей не знают, как на самом деле работают привычки, поэтому их попытки измениться обречены на провал. Любая привычка работает по формуле триггер, действие, награда. Но вот что важно. Ваш мозг не анализирует, хорошая это привычка или плохая. Он просто запоминает последовательность. Алгоритм. Триггер. Стресс на работе. Действие. Тянетесь к сладкому. Награда. Временное облегчение. Результат. Мозг записывает. Стресс равно сладкое равно хорошо. Или другой пример. Триггер. Скука. Действие. Открывайте Инстаграм. Награда. Дофаминовый удар от лайков. Результат. Мозг записывает. Скука равно соцсети равно удовольствие. Мозг не знает, что Инстаграм вредит концентрации. Он знает только скука плюс соцсети равно дофамин и удовольствие. Ваш мозг – это не ваш друг. Он ленивый менеджер, который ненавидит перемены. Представьте, у вас есть сотрудник, который каждый день приходит на работу и говорит: зачем что-то менять? Меня все устраивает. Вчера сработало, повторим сегодня. Вот это ваш мозг. Наш мозг – это орган, который живет по принципу экономии энергии. Его задача – выживание. И если есть возможность делать что-то проще, он выберет этот путь. Когда вы повторяете какое-то действие, мозг соединяет нейроны между собой. Сначала это как тропинка в лесу. Ее почти не видно. Но если вы ходите по ней каждый день, она превращается в широкую дорогу, в огромную автостраду. Так и привычка. Сначала это просто действие, потом дорожка в мозгу, а потом шоссе, по которому мозг мчится автоматически.
Мозг потребляет 20% всей энергии тела. Это как Тесла, которая жрет батарею, поэтому он постоянно ищет способы сэкономить топливо. И его любимый способ экономии – это превратить все в привычки. Чтобы не думать. Когда вы впервые учились водить машину, каждое движение требовало концентрации. Сцепление, газ, поворотник. Но через месяц вы уже делали это автоматически. То же самое происходит и с любым повторяющимся действием. Проверить телефон – привычка. Съесть сладкое при стрессе – привычка. Отложить важное дело – привычка. Мозг превращает любое повторение в привычку. Он не спрашивает, полезно это или вредно. Темная и светлая сторона привычек. Хорошая новость в том, что привычки могут облегчать жизнь. Вы не думаете каждое утро, чистить ли зубы, вы просто это делаете. Вы не решаете заново, как держать ложку или как завязывать шнурки. Это автоматизм. Но плохая новость в том, что мозг закрепляет не только полезные привычки, но и разрушительные. Курение, переедание, бесконечный скроллинг в телефоне, привычка все откладывать. Мозг не различает, полезно это или вредно. Он думает только об одном. Это повторялось, значит, надо закрепить. Мозг не знает, хорошая привычка или плохая. Он просто делает ее частью вашей жизни. А теперь самое страшное. Чем чаще вы повторяете эту цепочку, тем быстрее она запускается. Почему все ваши попытки провалились? С понедельника начну новую жизнь. Сколько раз вы это говорили? И сколько раз срывалось? Знаете, в чем проблема? Вы боролись с симптомами, а не с причиной. Это как пытаться остановить поезд, стоя на рельсах. Поезд – это ваши укоренившиеся привычки, а вы со своей силой воли пытаетесь его остановить. Результат предсказуем. Я помню, как сама пыталась бросить проверять телефон каждые 5 минут. Клала его в другую комнату, ставила на беззвучный и через час обнаруживала себя с телефоном в руках. Откуда он взялся? Подсознание работает как ниндзя. Незаметно, быстро и очень эффективно. Проблема не в силе воли. Проблема в том, что вы пытаетесь изменить поведение, не изменив систему. Так, первый шаг к осознанности. Изменить привычку невозможно, если вы ее не замечаете. Поэтому первое упражнение, которое я предлагаю, упражнение автопилот-детектор. Возьмите блокнот и записывайте каждое автоматическое действие в течение дня. Рядом пишите автопилот. Например, взял телефон, не помню зачем. Автопилот. Открыл холодильник, хотя не голоден. Автопилот. Включил сериал вместо важного дела. Автопилот. Когда вы увидите этот список, вы поймете, именно это и есть настоящие управляющие программы вашей жизнью. А теперь давайте проведем эксперимент. Прямо сейчас. Возьмите телефон. Да, именно сейчас. Посмотрите на время последней разблокировки. Помните, когда это было? Зачем вы брали телефон? Что вы там искали? Если не помните, поздравляю. Вы только что поймали свою привычку с поличным. Сколько раз вы хотите пролистнуть видео, уйти? Вы хотите что-то новое посмотреть? Вы хотите проверить почту? Готовы поспорить, большинство из вас захотят проверить телефон минимум 3 раза за эти 10 минут.
Это и есть сила привычки. Итак, привычки формируются через повторение. Они закрепляются в подсознании, превращаются в автоматические программы и управляют нашей жизнью. Но есть и хорошая новость. Если привычки можно создать, их можно и изменить. Ваш мозг как Google Maps. Он всегда выбирает самый привычный маршрут. Но если вы покажете ему новую дорогу и пройдете по ней несколько раз, он начнет предлагать и ее. Пока вы не видите привычку, вы не можете ее изменить. Осознанность – это суперсила. Нельзя изменить то, чего не замечаешь. Сначала увидеть свои привычки. Итак, сегодня мы разобрали, почему 95% ваших решений принимает подсознание, как работает формула любой привычки, почему сила воли не работает против укоренившихся паттернов и, главное, как начать видеть свои автоматические действия. Но это только начало. В следующем видео мы разберем, почему мозг сопротивляется новым привычкам. Я покажу вам главного врага любых изменений. Этот механизм в вашем мозгу саботирует 99% попыток создать новые привычки. И пока вы его не знаете, вы будете продолжать начинать с понедельника до бесконечности. И что с этим делать? А пока напишите в комментариях, какая привычка управляет вашей жизнью прямо сейчас. И обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. Прекрасного времени суток. С вами была Виктория Де Мора. Почувствуй силу в себе. Пока-пока.